В этом видео мы познакомимся с гласными в стандартном британском произношении. Мы разыщем английские гласные в русских словах, найдем австралийские черты в русском акценте, побываем на свадьбе принца Уильяма и оценим, насколько точно передаются гласные в названии жанра соул в русском языке. Сегодня нам будет помогать диаграмма гласных и мой друг Джейк. Hi everyone. Те, кто учит английский язык, обычно выбирают между двумя вариантами – американским и британским. Если вы любите английский колорит, сверяете время по Гринвичу или просто обожаете группу Queen и Гарри Поттера, то британский вариант для вас. Мы поговорим о современном, стандартном британском произношении. Именно его чаще всего можно услышать по телевизору и в кино. Этот акцент пришел на смену старому стандарту, который называется RP. Receive pronunciation. Старый стандарт – это речь высших классов, и сейчас вы можете услышать его у Бориса Джонсона и старшего поколения королевской семьи. Часто оба акцента называют RP, только уточняют, идет ли речь о современном RP или о его консервативном предке. Подробнее об истории и отличиях консервативного и современного акцентов смотрите отдельный ролик. Классическую систему британской транскрипции ввел фонетист Альфред Гимсон в 1962 году. Так что он описал консервативный RP. Эта система по-прежнему остается самой популярной, поэтому мы будем использовать ее вариант из самого свежего переиздания классической книги Гимсона. Обозначение Гимсона – это фонемы, то есть логические звуки. Их принято окружать косыми чертами. Это называется широкая транскрипция. А чтобы уточнить современное произношение, мы будем записывать символы в прямоугольных скобках. Это узкая транскрипция. Гласные английского языка – это реально сложная тема. В стандартном британском акценте их целых 20 штук. Это даже больше, чем 16 гласных в стандартном американском. Английские гласные делятся на монофтонги и дифтонги. Монофтонги – это относительно однородные звуки, а дифтонги – это сочетание двух гласных, которые произносятся слитно, как один слог. Монофтонги делятся на краткие и долгие гласные. Их еще называют напряженные и ненапряженные. Долгие гласные не только имеют тенденцию звучать дольше, но и произносятся с большим мускульным усилием, чем краткие гласные. При этом реальная долгота гласного зависит от следующего звука, но сейчас нырять мы в это не будем. В британском английском долгота гласных более существенна, чем в американском, поэтому в британской транскрипции долготу обычно отмечают двоеточием, а в американской нет. Многие английские гласные звучат похоже для русского уха. Чтобы их не путать, мы будем обозначать их по ключевым словам. Например, долгий «и» гласный Fleece. краткий «и» гласный Kit. Эти слова предложил британский фонетист Джон Уэллс. Их широко используют, так что познакомиться с ними будет очень полезно. Мы начнем наш обзор с монофтонгов и будем двигаться по диаграмме гласных сверху вниз, от максимально закрытого рта до максимально открытого. Мы рассмотрим похожие гласные парами. Так мы лучше поймем, как именно их различают англичане, и сами научимся слышать разницу. А потом мы разберемся с дифтонгами и узнаем, какие из них находятся на грани исчезновения. Начнем с закрытых гласных. Первая пара – это долгий напряженный «и», как в слове Fleece. и краткий ненапряженный как в слове Kit. В русском языке оба аналогичных звука обозначаются буквой «и». Английский долгий «и» соответствует русскому ударному «и», как в слове «лис», но произносится более протяженно и губы широко улыбаются. Английский краткий соответствует русскому безударному как в слове «лиса», но произносится более расслабленно. Здесь важно не растягивать губы в улыбку и не поднимать язык слишком высоко к небу. Тогда будет хорошо слышно контраст «и», А если вы произнесете напряженный русский «и» вместо краткого ненапряженного, то это будет австралийский акцент. О нем в следующий раз. У долгого «и» есть еще один более популярный вариант произношения. Это дифтонг, который скользит от ненапряженного «и» в напряженный «и». Fleece. Вторая пара похожих гласных – это долгий как в слове Goose. и краткий как в слове Foot. В консервативном акценте эти гласные были задними,
А в современном британском стандарте они съехали вперед и стали центральными. Поэтому в узкой транскрипции используются другие символы. Сравните задний foot, с центральным foot, 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 foot. Аналогичные центральные звуки в русском языке обозначают буква «ю» между мягких согласных. Английскому долгому гласному соответствует «ю» под ударением, как в слове «люди». А краткий похож на безударный, как в слове «людей». Долгий гласный может еще и дифтонгизироваться и скользить от центра назад. Goose, В современном акценте оба наших гласных будут задними, если после них идет твердый «л». Его называют темный «л». В такой позиции произношение будет одинаковым и в современном британском стандарте, и в консервативном RP, и в стандартном американском. Pool, pull, Здесь долгий гласный соответствует русскому «у» под ударением, как в слове «ухо», а краткий без ударения, как в слове «уха». Темный «л» любит оттягивать гласные назад, и скоро мы это опять увидим. Мы спускаемся в среднюю часть диаграммы. Первая пара гласных – это краткий как в слове dress, и долгий как в слове. square, Эти гласные отличаются только длиной, и в узкой транскрипции оба обозначаются символом эпсилон. По тембру они близки к открытому русскому как в слове «эму». Для долгого гласного часто можно встретить более старое обозначение – эпсилон шва или шва, потому что в консервативном произношении это вообще был дифтонг. Он скользил от звука в нейтральный гласный шва. Еще одна пара гласных – долгий о, как в слове, thought, и краткий о, как в слове. lot, Они отличаются не только долготой, но и тембром, потому что краткий гласный более открытый. thought, lot, В современном произношении оба этих гласных сдвинулись вверх, поэтому в узкой транскрипции долгий гласный записывается обычным цельным о, а краткий надкушенным бубликом. Долгий о соответствует русскому о в слове дом, но звучит более протяжно. А краткий о просто так не найдешь в русском языке. Здесь нужно сильнее открыть рот и оттянуть язык назад и вниз. Можно представить себе, что дом очень большой, и рот открывается от изумления. Дом. Ну а теперь мы добрались до самой запутанной области нашей диаграммы. Здесь у нас вводятся такие звуки. Краткий как в слове, trap, краткий как в слове, strut, краткий и расслабленный шва, как в слове, comma, долгий напряженный шва трудяга, как в слове, nurse, долгий как в слове, palm, он напрягается на пару со шва трудягой. В русском языке все аналогичные звуки являются вариантами фонемы то есть ее аллофонами. Поэтому мы не привыкли замечать разницу между ними. Гласный как в слове, trap, очень часто обозначается символом бабочкой. Бабочку можно найти в слове 5. В русском языке это буква «я» между мягких согласных. А чтобы получить современный британский звук, нужно открыть рот еще шире. trap, В русской записи этот гласный обычно передают буквой но это будет сильный австралийский или новозеландский акцент. Подождите, до антиподов мы еще доберемся. А если ваша цель – современное британское произношение, то берите слово 5 как ориентир, потому что русский звук попадает в совершенно другой британский гласный. dress, Гласный в слове strut, обозначается символом крышечкой по традиции. В узкой транскрипции для него используется перевернутое Такой звук соответствует безударному в русском слове арбуз. Так произносится в предударном слоге. Краткий шва, как в слове, comma, и долгий шва, как в слове, nurse, отличается только длиной. comma, nurse, Просто по традиции долгий шва обозначается другим символом, который похож на эпсилон, только смотрит в другую сторону. Звук шва – это русский без ударения, как в слове «мама». Здесь у нас безударный редуцирован еще сильнее, чем в слове «арбуз», и рот открыт еще меньше. В русской записи долгие шва обычно передают буквой «ё», но это опять будет австралийский акцент. Мы его разберем в другой раз. Долгий как в слове palm, похож на гласный в слове «вал»,
то есть когда после А идет темный Л, который оттягивает звук А назад. Английские дифтонги можно разделить на две группы – сужающиеся и центрирующие. Первые прекрасно себя чувствуют и тянутся вверх, а вторые поникли и обречены на вымирание. Дифтонги первой группы сужающиеся, то есть они скользят от более открытого в закрытый звук. 3 дифтонга скользят в ненапряженный «и». Это «a», face, «i», price, «ой». choice, Дифтонг face, начинается от звука как в слове «эму». Дифтонг price, начинается от звука как в слове «мак». Дифтонг choice, начинается от хорошо открытого «о», как в слове lot, 2 дифтонга скользят в ненапряженный «у». Это «ау», mouth, «оу». goat, Дифтонг mouth, движется от звука как в слове «мак», но можно начать его и из более передней позиции. Дифтонг goat, начинается от звука шва, как на конце слова «мама». В современном акценте есть еще один важный вариант произношения этого дифтонга. Перед темным «л» он оттягивается назад и начинается не со шва, а с открытого «о», как в слове lot, А вот в консервативном произношении ничего не меняется, и этот дифтонг начинается со шва даже перед темным «л». Запомнить это нам поможет свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Архиепископ читает клятву, а молодые повторяют слово в слово. При этом у архиепископа консервативное произношение, а у Кейт и Уильяма современное. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward. To have and to hold from this day forward. Hold, hold, hold. Hold, hold, hold. Hold, hold, hold. Вторая группа называется центрирующие дифтонги, потому что они скользят к центральному звуку шва. Такие дифтонги – особенность британского и других неэротических акцентов, поэтому в стандартном американском акценте их нет. Первый дифтонг этой группы – near, Он скользит от ненапряженного kit, в еще более расслабленный звук шва. В современном акценте у него есть два дополнительных варианта. Первый – это распад на два гласных – напряженный fleece, плюс шва. Второй – это однородный, долгий, ненапряженный от краткого kit, он отличается долготой. Дифтонг cure, в классическом варианте скользит от ненапряженного pull, в шва. В современном акценте этот дифтонг вымирает. Самый простой вариант – это заменить его на тот самый долгий ровный как в слове thought, Именно так его произносит Джейк. cure, Второй вариант – это распад на два гласных. Напряженный goose, плюс шва. cure, И третий вариант – это однородный, долгий То есть он отличается от краткого foot, долготой. Раньше центрирующим дифтонгом был, square, который мы уже рассмотрели. Когда-то он скользил от звука в шва, но сейчас стянулся в долгий ровный и перестал быть дифтонгом. А теперь проверим, насколько похожи названия жанра soul в русском и британском произношении. В английском слове стоит дифтонг, goat, за ним идет темный «л» и оттягивает козу назад. Поэтому современное произношение soul, в русском языке здесь у нас два гласных на стыке. О среднего подъема и безударный, ненапряженный Более открытого О в русских словах нет. Поэтому soul – это лучшее приближение, которое можно получить в русском языке. soul, Soul. soul, Soul. Мы рассмотрели гласные в стандартном британском акценте. Их 20 штук. 13 монофтонгов и 7 дифтонгов. Монофтонги делятся на долгие и краткие, которые еще называют напряженные и ненапряженные. Похожие пары звуков могут отличаться только длительностью, но чаще одновременно и длительностью, и тембром. Дифтонги делятся на сужающиеся и центрирующие. При этом центрирующие постепенно исчезает из современного языка. В следующих видео мы разберем акцент Илона Маска, сравним британское произношение с американским, познакомимся с канадским акцентом и уж точно доберемся до австралийского английского.
Изучайте фонетику.